Друзья мои, прежде чем начнем с сегодняшнего видео, хочу начать с прекрасной, чудесной новости. Наш Томми Кэш на Евровидении занял почетнейшее 3-е место. Ну, в общем, я скажу так, Томми, от всей души поздравляю с победой. Для нас ты победитель. Всей семьей смотрели, все любим, все поем. Для нас ты на первом месте. Мы даем каждый тебе 12 баллов. Изумительное выступление. Да, я никого не хочу обидеть. И песня победительницы действительно заслуживает первого места. Все, да. Но напеть ее я уже не могу с сегодняшнего утра. Я забыла, чего их, да. А Томми песню я пою каждый день, когда завариваю кофе. Шикарный результат, огромный молодец. Наша гордость Томми Кэш с прекрасной песней «Эспрессо Макиато». Этот год мне очень понравился Евровидение. Я вообще не очень его стала любить последние годы и смотреть. А этот год, просто порадовал хорошими певцами, голосами. Ну и наша радость, наш талант, трудяга и наша гордость Томми. Поздравляем от всей души. Ты умница. Добрый день, мои хорошие. Tere päevast kõikidele! Всем добрый день. Мы сегодня с вами опять куда-то приехали. А приехали мы сегодня с вами на Kalamaja-päevad. Такие дни, кафе. Это район в Таллине такой. Вот, и здесь разные кафешки, разные мероприятия, мастер-классы, концерты и так далее. В общем, это один из районов Таллина, в котором мы с вами, наверное, еще не так подробно все изучали и бывали. Людей сегодня здесь очень много. Давайте посмотрим, что здесь происходит, что дают. Обычно эти улицы такие довольно тихие, деревянные здесь домики, вот двухэтажные, они не реновированные, наверное, уже все. Вот, а сегодня здесь очень много народу и всякие разные мероприятия. Вот, например, здесь саун. Это баня, вот это здание бани. Ну, так написано на нем, что сейчас там я не знаю. И вот всякое такое интересное здесь. Какие-то кофейки, улица кафе, ресторанов, мероприятия разные. И снова холодрыга в Таллине. 2 дня, 17-18 мая эти дни. Театр Коффик, например, кафе вот здесь такое, какие-то небольшие ярмарки, распродажи. Например, вот все здесь, что висит, это все бесплатно. Все бесплатно. В Кристине такие джинсы можно взять бесплатно. Что, хорошие джинсы. Все тасутто, все бесплатно. Какое красивое вязаное пальто, обратите внимание, у дамы. Здесь, наверное, в театр. Это театр. Театр. Один из театров Таллина. Какое красивое у дамы вязаное пальто. Не могу, прям зависло. Так. Вот. Здесь концерт идет. Люди сидят. Видите, как приятно. Какие-то сувениры, микстуры. Смотрите, как интересно. Туда заливаешь, наверное, воду или не воду. И в эти травки будет у вас микстура. Интересно. Так, здесь что-то как кафе, булочки. Кала. Курицы и эти, вот здесь меню. Смотрите, что можно здесь. Булочка 3 евро с корицей.
Из тыквы пюре-суп 5 евро. Пюре-суп из грибов 5 евро. Салат 5. Квас 2 евро. Чай и изороний морс тоже 2 евро. Здесь можно вот везде отдыхать, лежать. Смотрите, сколько людей. Распределены помойки по сортам. Сортировка мусора. А это театр. Я в таком не была. Может туда заглянуть, интересно или нет. Я не была в таком театре. Как здесь уютненько. Ой, как здесь хорошо. Вот весь зальчик. И здесь проходят, значит, спектакли. Я не была здесь никогда. Не помню во всяком случае. See on lihtne. Mehiline töö. See on harras, tõsine öö. Sina magad ja mul on töö. Как здорово. Sina magad. Sa ootad last. Mind ei oota sa nõnda enam. Да, билеты продаются вот здесь. Здесь тоже разные камушки. Смотрите, какие хорошенькие мушки. Кальма саун. Я не знаю, действующая она сейчас или нет, наверное. Мороженое продают. А здесь новостроек очень много, такие современные эти дома, уже квартиры. Преображаются все районы Таллина, конечно. Давно я здесь не была, наверное, в детстве. И то, наверное, нет, я не помню. Ну, в общем, немножко с вами посмотрим, что здесь и как. Тоже какая-то открытая сцена. Ну, чтобы вы имели представление, как районы выглядят. Kalamaja аптек. А вот еще сейчас сюда мы подойдем. Kalamaja музеум. Домики, конечно, современные. Кафешки всякие. Надпись Юксур с тех самых еще моих детских времен. Юксур, парикмахерская. Еще это выставка тех времен, вывеска тех времен. Ну и вот тут, там какие-то местечки. Гастробар какой-то. Тут картошечка. Картошечка, кебаб. Уличные такие вот как ресторанчики или кафе. А там уже Вышгород наверху. Ну, понимаете, да, где мы примерно находимся. Ну, и это уже Балтийский вокзал, как бы, ну, понимаете, напрямую. Вот так. Так, и мы опять с вами у Kalamaja музеум. Нужно заглянуть, как там. Здесь тоже какие-то рассады или что-то такое продается. Прови ментоста. Попробуй меня поднять. Всякие интерактивы для детей. Почитать, покрутить. Небольшой садик. Ах, как скворцы поют, слышите? Нарциссы. Ну вот, видите, Kalamaja päevad. Здесь можно кофе, кофейку. Огурчики посажены, как растут помидорчики. Грядки такие. Травки всякие, шалфей. Здесь пикник как бы. Ага. Сегодня здесь свободное посещение этого музея. Можем пройтись. Билетик мне такой нацепили, чтобы вы имели представление, что у нас здесь в Эстонии, в Таллине есть.
Такая лампа когда-то была, по-моему, у нас дома, сколько я помню. Ну, и вот здесь коротенько написано на разных языках, на 3, что такое этот за Каламая Мейс, Каламая Музеум. О мужчинах Каламая района на протяжении многих столетий в Каламая работали и зарабатывали на хлеб работающие труженики. Изначально здесь жили рыбаки, а также лодочники, которые поддерживали связь между материком и торговыми суднами. В 1870 году на окраине Каламая появилась железная дорога, поезда, паровозы. История вот этого местечка уютная, милая. Все, что с этой жизнью тогда связано. Некоторые вещи очень легко узнаваемые, правда? Да. Сегодня здесь бесплатный вход. Я как-то не вспоминаю немножко, что я здесь была, но когда-то давно. Ну, тут старые собрали жители Каламая, не создали себе район. Музей такой вот, да. Музей района, да. Как это выглядело все раньше? Быт. Музей община, видите, говорят. Музей общины людей, которые жили в этом районе. Все хочу сформулировать вам более точно. Здесь типа детская. Внутреннее убранство, так в миниатюре. Красиво. Многое знакомое такое, да. Нет, это я вам уже. Да, ты уже. Да, я вспоминаю, было у дедушки такое. Да, у нас тоже было. Все эти банки там на первом этаже. Да. То есть это музей о районе, как бы, да? Ну, это община сделала. Община. Община Каламая, да, сделала музей, да. Ага. Это из своих вот каких-то вот. Да. О быте, о жизни того времени. Жизни, да. Вот Куколки эти все. Типичный дом Каламая, Да. Типичный домик, да. Ясно. Мебель, ну все, быт. Спасибо, да. Ну, рыба, пожалуйста, Да. вот там вот. Да, рыбу видел. Ага. Вот здесь вся эта история, природа, Коплеранд, это вот побережье, есть же море напротив, ну залив, да, рыбы все эти, ну, в общем, такое вот. Знакомые многие, видите, вот я банки узнала, всякие прочие вещи. Так. Трудовая книжка. Узнает кто-нибудь такое? Было у вас? Здесь вот тоже все, даже иконки, какие-то личные вещи, волосы, варежки, да. И такие лестницы тоже того времени, что сейчас можно навернуться. Ящики вот эти, кто помнит? Кого коснулось? Это олды только узнают. Да. А про рыб она здесь рассказывала, здесь всякие разные рыбы. Вот так вот немножко с вами познакомились. Прям так, знаете, в прошлом запахло. Так даже бы не знаю, когда в обычный день сюда бы доехала. А так вот интересно. Люблю всякие местечки в своем любимом Таллине. То туда заглянешь, то сюда заглянешь. Каштаны зацветают. Май в этом году, конечно, безобразно холодный. Поведение у него ужасное. Холод ужасный. Как там люди огородники, не представляю, что-нибудь вообще растет в таком холоде или нет. А это гимназия. Гимназия. Густав Адольфи гимназия. Школа. Кто узнал телефонную будку? Я из такой звонила маме.
Проехали немножко здесь во всем районе. Это 1923 года, кстати, здание. Вот здесь по всему району вот такие какие-то палатки. Кто-то из ящика что-то продает, кто-то вот здесь одежда. И вот это везде эти желтые флаги, что относятся к этим вот. За 25 можно купить себе красные или черные крылья по настроению. Поняли, да? Если злая, то одела черное. Если модели эстонские носили, они стоят Да. 500 евро, чтобы сделать, продают за 25. вот так вот, поняли? По настроению раз одели. Здесь платьишки всякие по 10. Модели носили. Я, правда, не спросила модели чего. Но не КамАЗа, наверное, модели, а красивые, которые модели. Здесь, наверное, БУ вещи, что ли, но фирменные, я так понимаю. То есть это тоже продается здесь. Бэушные вещи какие-то. Но красивые, фирменные. Ну, вот здесь, например, раз вот такой прилавок. Это каждый день-то так не стоит тоже. И люди отдают свои вещи. Вот такие интересные, например, лампы. 35 евро. В бутылку насыпали ракушки и плафон. И все. Ну, стул продают или что-то еще продают. Прямо вот так вот среди домов встают здесь. И вот так вот на протяжении всех улиц. Суп яселик. Суп можно и юбку. Значит, из тыквы суп 5 евро, жареная салака 6 евро, из спорро, этот лук, пирожки 5 евро, рулетики из пиццы 3, пирожок с луком 4, рабарбер, кисель из ревеня, рабарбер на эстонском из ревеня, кофе 3, если со своей кружкой, то 2. Ну, так, понимаете, да. Ториус, это чизкейк 5 евро цены. Конечно. И вот везде эти желтые флажки висят. И так вот зашел. Холод, ужас. И здесь вот во дворе прямо так вот заглянуть можно. Как вы это в обычный день не увидите. Смотрите как. Раз дворик жилых домов обычных, тут раз кафе. И что-то все сидят, кушают. Интересно же, правда? По-моему, очень. Котик, мюкикс. Все сумки продаются. Вот здесь посмотрим сейчас с вами. Лопака. Ага. Как это все выглядит сейчас? Вот морсы все эти, кисель из рабарбара. Спицы маленькие рулетики по 2 евро. Кирью Куэр тоже. Вот этот вот как будто киш из лука паре 4, вот этот кусочек маленький. Суп пример 5 евро. Жареная салака с соленым огурчиком 6. Вот эта тарелка. И вот здесь все это можно отведать, посидеть. Вот эти вот дворовые, как кафе и ресторанчики, как бы в рамках «Каламая пава». Ну, поняли меня, да? Пытаюсь вам все объяснить, как будто вы не понимаете, а вы все понимаете. Хочется просто подробнее. Ну вот. Вот такой вот дворик, допустим. Мероприятие интересное, раз. А юбка причем не поняла. Может быть, там где-то еще. Все или кут юбки раздают. Яковот. Может и так. Вот еще одна точка. Все вот в каких-то ящиках.
И там тоже что-то продают. И вот идете по этим улицам здесь, и то тут, то там натыкаетесь, встречаете, да, или как правильно. Какой-то вот распродажу. Дождь начинается. Ну, я так хотела вам вкратце показать вот эту атмосферу даже скорее, да. Что здесь можно? Ну, маффины какие-то продают. Да, бутербродики с колбаской, с килечкой. Aitäh, tere! Siin on kiluvõileib, Kõiluv- kassartul, kassart. rabarberi muffin valge ja šokolaadivariandis. Siis on sõstra muffin, Muffin, jah. 50 senti on see. Ja see on banaanileib. Banaanileib, Jaa. banaanovый хлеб. Ой, какой Jaa. huvitav. Vihm hakkab. Kas teil ei ole? Loodame, Jah. Так, помидорчики по евро рассада. Смотрите, какие. Ага. Угу. Ну, цену она вам рассказала. Вот здесь прямо на половичках, видите, раскладывают. Заходи, покупай, бери. Прямо в доме, что ли, не знаю. Ну, здесь такие детки вам машут. А вот тоже как бы кафе здесь. Можно зайти, меню. Разные книги от евро. Кубики-рубики 50 центов, фильмы DVD по евро и так далее. А здесь вот такой частный, не частный сектор, но вот эти старые дома. Но они цветут, вот здесь сады, здесь птицы, каштаны зацветают, здесь очень красиво. Вот, ну там вот где-то, в общем. Книги мы уже с вами сейчас и игрушки видели. Вот в таком образе это прям все. Машин, кстати, сегодня здесь непривычно много. Многие дома эти реновированы, уже много новостроек. Но все цветет красиво очень. Где-то бесплатно, где-то там ну, буквально за гроши какие-то, да, какие-то старые вещи. Ну, по-разному. Так, мы вот так вот проезжаем здесь и смотрим, что тут, что там. А вот еще мы проехали там, не знаю, сколько-то метров, попали еще в одно местечко, тоже под желтым флагом вот этим, да, Каламая Пая. Вот здесь тоже что-то здесь, какие-то блинчики. С тем, с другим от 6 евро 2 штуки. Здесь, правда, блинчиков по 2 штуки. И смотреть, кто на аллергические составляющие, что здесь много аллергиков. Аллергические составляющие, в общем. Вот здесь тоже все это. Тере. Это с джемом 2 штуки 7 евро и так далее. То есть вот здесь пекут. Как будто соловьи или что-то. Ну, в общем, вот здесь, вы поняли, тоже можно посидеть. Намазывают вон там, смотрите. Давайте вас попросимся посмотреть. Вон какие красивые, знаете, красивые блинчики. С чем-то вкусным намазывают таким. С чем? Маскарпоне, малина. Ой, блинчики. Вот таких. Верю. А тут же пекут сразу, смотрите, как аппетитно. Мастер-класс, как надо печь блины. Заодно. Это вы, конечно, не самый удачный кадр поймали. Ой, нет, отлично все. Сейчас, подождите. Другому бы и такое Вот было это будет научиться. эталонный. Вот так. Оп. Вот так вот. Вот это показательный был сейчас. Так. Пахнет на всю улицу, конечно. Да? Пахнет? Да, пахнет. Пахнет очень. Девчонки Это молодцы. рецепт моего папы. Вот. Который вы не расскажете нам всем, конечно. Конечно, Не расскажет. Не рассказывайте. Удачной вам до свидания. Продажи. Как это? Дней. Как сказать? Людей много. Смотрите, все кушают блинчики, сидят. Рецепт папы. Правильно, нечего выдавать тайны. Молодец. Еще какая-то кафешка. Ну, вот там вот был это Дом культуры Сальме. Там Сандра у нас когда-то тоже выступала с балетом Фуэте. Один из залов. Здесь тоже еще какое-то кафе. Смотрите, я хотела вам показать, как они украшены. Украшены они вот так вот, смотрите, да? Так прям совсем-совсем глубинка здесь такая в Таллине. Давайте заглянем в эту кондитерскую. Или что здесь пекут? Боже, запахи отсюда. Минестан коха.
Oi, как lõhnad teil on siin. Ja paistab ja по 5 евро круассаны, 4,50 ситруни с лимонной какой-то чизкейк, мандли круассаны по 4 евро, это шпинат по 2, булочки по 2, с дубайским шоколадом по 5 евро. Как здесь пахнет, боже, 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 боже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. No здесь невозможно не взять. Эй, lapsed tahavad magusat midagi. Возьмем с вами вот эти вот мандли и круассаны, 3 штучки, и с корицей. Знаменитая эстонская выпечка, булочка с корицей. Ой, да. Так, берем с собой это все. Soolakestriga. Ага, сoola. Mis on sool või? Sweet salt. Sweet. See tuleb Сладкая соль. Jaa. Какой ta seda? Kuhu? Salateid või? Igal pool. No mitte supile. Supile ei saa. Näete veel, saate uurida lisa. Ага, смотрите, сладкая соль. Подарок. Aitäh. Kenad päeva teile jääb aega. Ой, как здесь уютненько. Обалдеть. У нас с вами булочки. Идем пить кофе домой. Так, оформление. Во-первых, смотрите. Если собачки, то здесь им попить. Просто так стоит. Вот такие они все глазки. Так выглядит это кафе издалека. Маленький столик на улице. А вот здесь напротив еще одна, тоже как кондитерская. Но здесь невозможно. Смотрите, как здесь красиво, особенно, наверное, в темноте, да? Так, мы одним глазком. Давайте честно. Все, ничего не покупаем. Просто отсюда, смотрите как. Еще одно местечко. Что здесь? Такой перекуфик, семейное кафе. Астуке сиссе, заходите. Заходим, значит, смотрите, как здесь в Эстонии помойки. Они все по сортировке. Это для биоотходов, это обычное, это бумага. И здесь стекло. Это у каждого дома, кстати, так. У нас тоже. И вот здесь тоже внутри семейное тере kõikidele. Тере. Вот. Айта. Вот, и здесь разные, у них, видимо, как это, семейные заготовки. Это сироп масик по 5 евро, клубничный сироп. Там какие-то баночки тоже с оленеваренья. А это паштет из печени птиц. Вот, встречаются так хорошо. Все очень встречают. Пикник прямо у людей, смотрите. Прямо вот так вот во дворе, на пледах. Кушают что-то. Ай, гайлахнат. Очень все вкусно. Смотрите, какие паштеты. Чиабатта, паштеты. Сейчас вам цены покажу. Колбаска с сыром. 2 штуки 8, 1 5. Ну, как бы, чтобы дешевле было. Круассан с солями моцареллы. Окрошка 5 евро. Соленый огурчик 3, 1 что ли. Еще хотела вам показать, какие здесь детские сады. Я сначала думала, что это может быть рядные дома какие-то. Нет, это детский садик. Фантастической красоты. Здесь вставать на машине-то нельзя, но я вам детский сад покажу современный. Какие в Эстонии в Копле детские сады. Смотрите. Красота. Ну, так. И здесь еще одно напротив детского сада, тоже вот такое местечко. И как будто бы кафе или что-то так вот раскинулось. Тоже относятся к этим же дням. Каламая-päevad. Наверное, уже заканчивают скоро, но тем не менее. Как здесь везде пахнет. Пахнет везде. Да, здесь тоже всякие фрикартошки и так далее. Кимчи, фрикартошки
салаты 8, 9, 10 евро. Так вот выглядит это все. Здесь вот это уже частный сектор. Вот это рядные дома, наверное. Да. Красиво здесь все. Современно очень. Здесь можно сидеть и кушать все это. Детский сад, кстати, келлуки, по-моему, насколько я вижу. Келлуки — это колокольчик на эстонском. И еще одно местечко, тоже можно зайти сюда, тоже вот во двор. Кому-то. Здесь батуты. Какие нарциссы. Боже, какие крупные, красота. Ой, как красиво. Ой, как здесь красиво. Вы посмотрите, какие каждый уголок с любовью, да? И тепличка, и домик для детей. И здесь что-то вкусненькое дают. Чай 50 центов. Всякие вот эти вот... это на гриле, наверное, могут делать по евро. Попкорн и так далее. Цветущий сад. Ой. Мои любимые нарциссы. У меня мама обожает их. Они так пахнут. Интересно, где-то продается уже или нет. Айта Тейла. Вот так и здесь, значит. И вот туда-сюда, то тут, то там. Вон еще какой-то желтый флажок. И везде можно все рассмотреть. Как бы мы с вами еще в такой вот район бы причину нашли заехать? Да, так вот, видите, мы с вами чего-то да посмотрели. Здесь тоже сэндвичи по 5 евро. Какие-то печенья по евро, чай по евро, кофик. Хови, дворовый, или как это по-русски? Во дворе как бы все, что ли. Здесь всякие вещи продаются. Что-то пахнет очень вкусно. И тоже здесь можно угощаться всем. Здесь вот вязаные такие вещи. Сумки, смотрите, какие. Подсолнухи, что-то все крючком. Работы их можно покупать, наверное. Стоит 30 евро. Вот такие. Вот. Какие здесь строения стали. Это же вообще красота. Старенькие вот такие, да, и напротив совсем новые уже. Вот здесь еще что-то продают. Тоже клубнику вон. Ага, прямо в стакане. Здороваются с вами. Вот такие вот улочки, да. И смотрите, как здесь сделано интересно. Здесь и для самокатов машины, здесь одностороннее движение. И самокаты с одной стороны, с другой, и люди. И все такое удобное очень. Раньше не было такого, да. И вот это вот улица, то тут, то там. Вот опять желтый флаг. Вот опять сюда можно зайти. Бертолуччи ресторан. Бертолуччи ресторан. Нет, не хочу. Достаточно. Италия, ресторан. Вон здесь что-то такое интересное. Какие-то вот какие-то загогулины. Ой, это что-то интересное. Ну, вот такие дни. Интересно. Немножко вам показала. Сама вспомнила, посмотрела. Как все переделали, все перестроили, Таллин улучшается, а с каждым разом все красивее становится. Вот, а сейчас мы с вами в районе Балтийского вокзала и Балтийского рынка. Сейчас мы с вами на Балтийском рынке Балтийского вокзала. Здесь рассада миллион, роскошнейший, роскос. 3,50 большие бархатцы. Ну, здесь вы уже все знаете. А я иду посмотреть, что здесь на улице продают. Нет ли того, чего хотела бы я купить бы. Есть у меня одна мысль. Вон капустка, кстати. 4,90 клубника. Помидорчики, черешня 12,90 это черника, 4,90 клубника, это балтийский рынок, 14,90 черешня, 14,90 черника. Вот что я хочу. А хотела я вот что.
Хотела я мамочке ландышей, себе букетик и мамочке 2. А букет сейчас ландыши на рынке Балтийского вокзала стоит 4 евро.